Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и сегодня мы с вами, как в старые добрые времена, начнем собирать мотоцикл Урал. Правда, в масштабе 1:12. Больше 2 месяцев ехала ко мне эта посылка из Иркутска, а отправил ее мой друг Александр, с которым мы познакомились когда-то во время путешествия на Байкал. Ехали тогда почти на таком же мотоцикле, но в синем цвете и годами постарше. Так вот, Александр является одним из авторов этого проекта TU3D. Есть у ребят канал в YouTube, и ссылочка будет в описании. А также в конце видео вас ждет небольшой сюрприз. Дело в том, что Саша отправил мне 2 таких мотоцикла, и один из них я собираюсь разыграть. Ну а начнем давайте в лучших традициях YouTube с распаковки. Итак, перед нами довольно прочная картонная коробка с надписью «Модель для сборки. Мотоцикл с коляской». Откуда я знаю, что она прочная? Так ведь она выдержала доставку несколькими почтовыми операторами на расстояние больше 8000 километров и при этом сохранила свою форму и, надеюсь, содержание. На этикетке видим масштаб 1:12. TU3D – название проекта, логотип, 114 деталей в комплекте. И нарисован здесь у нас Урал Гераб с новым двигателем, уже с новыми клапанными крышками, инжекторный на дисковых тормозах. Произведено в мастерской 3D Craft. Сбоку написано, что создано с помощью технологии SLA 3D печати из качественных экологических материалов. Ну и ссылочка на канал YouTube. Давайте откроем. И первое, что мы видим, это что-то... Ух ты! Это фанерка, на которой изображен, собственно, весь вид мотоцикла. Лазерная печать по дереву. Красиво. Можно на стенку повесить. Чуть дальше идет инструкция по сборке. Отдельно радует, как человека, знакомого с конструкторской документацией, шрифт по ГОСТу 2304 81 года. Единая система оформления конструкторской документации. Ох, помню, сколько времени ушло на изучение и отработку этих шрифтов. Довольно подробная инструкция с фотографиями и полной последовательностью сборки по этапам. Честно сказать, я настолько уверен в своем знании Урала, что инструкцию изучать буду, если у меня останутся лишние детали. А так постараюсь собрать все, отталкиваясь от своих знаний и своего опыта. Лист сохранения. Наверняка в инструкции написано, для чего это. Я предполагаю, что эти листы надо разложить и потом детали размещать на этих листах. Видно будет, какая деталь, какой код имеет и в каком этапе сборки участвует. Тоже откладываем в сторонку. Все сделано для того, чтобы человек, не знакомый с этой техникой, все равно справился со сборкой. Это, я так понимаю, подставочка под мотоцикл. Здесь будут располагаться колеса. Ух ты! Как все красиво! Вы только гляньте. В отдельных пакетиках колеса. И здесь покрышки напечатаны отдельно от ободов. И пропечатаны все 40 спиц. Фантастическая детализация. Этап 3.
Здесь у нас крылья, фрагменты топливного бака. Все это сейчас надо будет распаковывать, доставать и избавляться от матрицы, от тех подпорок, на которых деталь печаталась. Здесь я вижу тормозной суппорт вместе с креплением и тягой. Это значит с передней вилки. До чего технологии дошли? Если присмотреться, то на этом суппорте можно прочитать название фирмы-производителя Brembo, причем шрифт, буквы высотой меньше миллиметра. Фантастика! Давайте аккуратно освободим деталь от всего лишнего с помощью скальпеля. Главное не отрезать нужные элементы. Затем находим соответствующую ей позицию на наших листах деталировки. Кажется, вот она. Отлично, начало положено. Как вы понимаете, развлечение это не на один вечер. А вообще сам процесс отделения деталей от подпорок, от так называемой поддержки, штука такая довольно медитативная. Вот приходишь вечером уставший с работы, поужинал, сел за стол, сидишь, хрустишь ими потихоньку, как семечками, руки работают, а голова тем временем отдыхает. В процессе мне удалось различить два типа пластика, которые здесь использовались. Один твердый и хрупкий, как чипсы. И вот из этого пластика одна деталь, к сожалению, сломалась. Это дуга защиты коляски. Казалось бы, должна быть самая прочная, однако же сломалась в двух местах. Один раз при отделении от поддержки, а второй раз, когда я пытался ее склеить. Чуть надавил, и она снова треснула. Но суперклей творит чудеса. Дуга снова целая. А также есть у нас детальки, в сторону которых, казалось бы, даже дышать страшно. Тоненькие, например, трубопровод топливной системы, зеркала, пружинки, подвески. И вот они сделаны из другого пластика, более эластичного. С ним все в порядке. Ну а теперь нам предстоит скомпоновать детали
в некие узлы. Например, соберем двигатель и коробку передач. Теоретически все это можно было напечатать одним куском пластика. Как и весь мотоцикл, в принципе, тоже, наверное, можно было целиком напечатать на 3D принтере. Но тогда, согласитесь, было бы неинтересно. А так у нас есть полноценный картер, есть цилиндры. Главное не перепутать, где перед, где зад. На впуске горизонтальные фланцы, на выпуске вертикальные. Значит, это у нас цилиндр правый. Все легко стыкуется, а зафиксировать детали можно с помощью суперклея. Возьмем немного и для нанесения использую зубочистку. Буквально капельку. Спереди двигатель закрывает крышка механизма ГРМ с масляным фильтром, а снизу устанавливаем поддон. Сверху свое место занимает генератор. Не перепутайте его со стартером. Да, наверное, и не получится, поскольку здесь отличаются посадочные размеры. Есть генератор, а вот у нас коробка передач, и на ней видим отверстие под стартер. Саму коробку устанавливаем на двигатель. Я надеюсь, здесь не будет такой ситуации, когда в раму невозможно установить весь узел целиком. Но надо быть осторожным. Например, на моем Урале стоит днепровская коробка. На настоящем Урале. И вот эта коробка вместе с двигателем в раму ни в какую не входит. Только по отдельности. Сначала мотор, максимально сдвигая вперед, затем коробку, и только внутри их можно между собой соединить. Что у нас здесь осталось? Конечно же, клапанные крышки. Думаю, здесь нет разницы правая-левая. Они абсолютно симметричны. Отлично. Идеально детали друг к другу подходят. Все так стыкуется, что приятно собирать. Двигатель готов. Я, пожалуй, не буду снимать каждый шаг сборки и установку каждой детали, иначе это видео растянется до бесконечности. А давайте лучше с вами решим вот какой важный вопрос. Если мы сейчас продолжим собирать мотоцикл в том виде, в котором он есть, то результат у нас получится серый и однотонный. А хотелось бы видеть его в цвете, как настоящий. Значит, детали придется покрасить. Я предлагаю использовать 3 цвета. Это серебристый для тех деталей, которые выполнены из металла. Двигатель, коробка, редуктор, пружины, подвески, колесные диски. Может быть, что-то еще из органов управления. Черный – это трубы рамы, это защитные дуги и колеса, непосредственно покрышки.
Ну и основной цвет, крылья, бак, коляска, будет у нас синий металлик. У меня осталось немного краски от коляски моей Хонды. Переместимся в покрасочную мастерскую. Из малярки наши детали возвращаются, когда краска окончательно высохнет, и можно будет безбоязненно взять их в руки и продолжить работу. Мне нравится, как легла краска на пластик, все блестит, все красивое. Хотя, возможно, стоило бы использовать два черных цвета. Черный глянец для рамы, например, и черный мат для покрышек. Иначе выглядят они у нас такие, как будто насиликоненные. Ну, будем считать, что это выставочный образец Урала. Ну а сейчас наша задача сводится к тому, чтобы все 114 деталей собрать в одно целое. Работа долгая, кропотливая, но интересная.
И вот финальный итог. Результат 5 вечеров увлекательной работы. Конечно, как и любой Урал, это конструктор, который можно собирать бесконечно. Можно было бы добавить еще тросики, электропроводку, внедрить настоящие светодиоды в стоп-сигнал и в фару, нарисовать цировки, вклеить отражающие элементы в зеркала, добавить туристические багажники, всяческие ветровики и прочий обвес. Но я, пожалуй, остановлюсь на том, что есть сейчас. Согласитесь, выглядит красиво. Конечно, это стендовая модель, которая должна стоять где-то на полочке для красоты. Дать ее поиграть ребенку будет не самым лучшим решением, поскольку все такое очень-очень хрупкое. Отдельно радует такая функция, как вращающиеся колеса. Причем, если обратите внимание, колеса вращаются вместе с тормозными дисками. А диски эти проходят через суппорта. Все как на настоящем мотоцикле. Ну, классно. Я не представляю даже, сколько труда, сколько времени занял сам проект, разработка всех этих деталей. Ребята постарались, молодцы. И перейдем, наконец, к розыгрышу. У меня есть еще один такой конструктор, из которого вы сможете собрать свой Урал. И в первую очередь я хотел бы порадовать кого-то из людей, поддерживающих канал, из тех, кто является спонсорами. Я вас всех знаю и очень ценю. Но давайте не будем ограничивать возможности и дадим шанс остальным подписчикам и зрителям тоже поучаствовать. Но для этого им надо будет стать спонсорами. Нажать кнопочку «Спонсировать». Пусть это будет одноразовая акция, это совсем недорого и не страшно. Тем не менее, вы получите шанс поучаствовать и выиграть. А условия будут простыми. Никаких генераторов случайных чисел, никаких подтасовок по вашим комментариям, а точнее по лайкам под ними. Я уже проводил такие розыгрыши, и мне, в принципе, понравилась его честность и наглядность. Итак, вы в комментариях под этим видео оставляете свой коммент, любой, а затем мы посмотрим, какой из них наберет больше лайков от других зрителей, от тех, кто его прочитает. У кого лайков больше, тот и победил. Ну а там уже свяжемся, договоримся, как поступить с отправкой. Результаты я подведу где-то через неделю и сообщу о них уже в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.